Вы представляете реакцию человека? Выходит за хлебом, а тут идет Индиана Джонс в военной форме. Это Курьяново, район Призрак, зажатый между железкой и самой большой канализацией Европы. Здесь до сих пор сажают огурцы под окнами и хранят картошку в погребах. Но почему именно он стал декорацией для бумера и зачем сюда прилетал Харрисон Форд? Что скрывает эта советская идиллия и почему район десятилетиями был закрыт для посторонних? Погнали разбираться. Начинаем с самого центра Курьянова. Перед нами Дом культуры и памятник Ленину. И вот если убрать вот эти все машины, то легко поверить, что сейчас где-то 1975 год. Вообще Курьяново появилось не случайно. Раньше здесь была деревня, известная еще с 17 века. Люди здесь выращивали овощи, капусту, огурцы, зелень. Но в 30-х годах все изменилось. В Москве понадобилась гигантская система очистки канализации, и деревню снесли. Рядом начали строить Курьяновскую станцию аэрации. Это одна из крупнейших в стране. Ну а для работников станции решили создать такой вот отдельный советский город-сад. Тихий, зеленый, малоэтажный, почти изолированный от основной Москвы. И самое интересное, он сохранился. Посмотрите, сирень. Здесь такой запах стоит, вы не представляете. Друзья, представьте, интерьеры с 53-го года здесь остались. Вот эти шикарные лестницы. Слышите, бильярд играют. Какая люстра. Местные кулибины. 15 шаров сюда закидывается. И можно спокойно, как говорится, тренироваться. Здесь вот художества местные. Какие окна, посмотрите, широкие. Тут еще актовый зал есть, посмотрите какой. Представьте, все сохранено с тех времен. Ну классно на самом деле прикоснуться к таким вещам. А это местная зона отдыха, видите, сюда можно подняться, присесть на мягкий диванчик и просто пообщаться, посмотреть. Можно еще наверх подняться. Тут диванчики, по-моему. Да, диванчики, такой уголок для посиделок. Рояль белый. Ну, это вообще красота. И вон там у нас дедушка Ленин. Есть популярная легенда, что этот город строили пленные немцы. Отчасти это так. Вот эти дома, которые на бульваре, вот центр бульвар, Ленин позади меня. Вот эти дома, все первые, слева, справа, действительно строили немцы. Посмотрите на этот вход. Наверху еще сохранился герб. Но часть работы еще также выполняли заключенные лагеря Курьяновстрой. Куда ж без них. В какой-то момент здесь даже работало около 1000 человек. Представляете? Получился такой контраст. Уютный, советский поселок. С палисадниками, с деревьями, огромная стройка и стратегический объект буквально под носом, он в той стороне. Зелени, конечно, много. Я понимаю, что это центральный бульвар. Мы еще с вами пойдем на задворки, покажу вам. Я уже посмотрел на картах, есть одно место, похожее, знаете, на Америку. Вы поймете, когда я буду показывать. Вот эти домики слева, видите, это все строили немцы. Там дом, там дом. И мне кажется, здесь чуть-чуть есть атмосфера Калининграда. И если вдруг кто-то был в Калининграде или смотрит из Калининграда, местные, напишите, так это или нет. Но мне кажется, что есть что-то такое. Вот, посмотрите. Идеальный дом. Наверное, на 2 хозяев. Слева, справа. Огороды. Еще один дом. И я уверен, что отсюда они не хотят уезжать.
А поговаривают, что хотят здесь сделать такую большую реконструкцию. На самом деле лакомый кусочек для застройщиков: снести двухэтажки и поставить 24 этажа. Надеюсь, они этого не сделают. Им просто этого не дадут сделать. Вот я выхожу на площадку, на улицу. Посмотрите, зелень. С этой стороны зелень. И пойдемте вот в ту сторону. И сейчас покажу вам кусочек Америки. А вот здесь уже проживала местная элита того времени. Двухэтажные домики. Видите, впереди кольцо. Это, я так понимаю, тупик. Сирень. Птицы поют. Мне нравится, честно скажу, нравится. Я попал как будто бы не в Москву, а вот куда-то в далекий поселок. Далеко причем от Москвы. Как-то вот необычно. Похожее место есть на Соколе. Я видео снимал про Сокол. Кто не видел, посмотрите. Там поселок художников, но там все-таки деревянная. Там деревянная Москва, деревянный район. А про элиту я имел в виду вот здесь. Видите, это одноэтажные дома. Вот он домик. Интересно сделано. Напоминает вам что-то из Америки. Вот когда смотришь Америку, какие-то фильмы, передачи. Есть такие райончики у них. Тупиковые, либо проездные. И там как раз таки вот такая атмосфера. Вот такой вайб. Здесь жили инженеры, ЭТР и руководство станции вот в этих одноэтажных. Отдельные входы, свои участки, сараи, погреба. Фактически такие маленькие советские особняки. Даже, наверное, сейчас для москвичей это такая мечта. Пожить в таком месте. Тихо, мало людей, еще и тупик, зелени зато много. Ощущения большого города вообще никакого. Если, конечно, забыть, что рядом находится одна из главных канализационных систем города. Ну, здесь участок маленько заброшенный. Я не знаю, почему заброшенный, здесь никто не живет. Улица не проездная, что еще надо? Тишина. Соловей, что ли, я не знаю, в птицах не особо разбираюсь. Ну, как вам это место? Мне нравится, честно. Напишите, ребят, в комментариях, хотели бы здесь жить. Даже в Пиковом, видите, кольцо высажено тюльпанами. А, еще что интересно. Идем когда по улице, то есть мы выходим на как бы главную, да, дорогу, а есть еще переулки. Сейчас покажу. И вот такие переулочки. Я так понимаю, что здесь сосредоточены, не то что сосредоточены, а стоят гаражи, сараи. Покажу вам еще одну такую курьяновскую деталь. Сейчас пройдем. Интересное место. Я такое вижу, честно говоря, впервые. А давайте пока здесь посмотрим. Видите, кто-то себе обустраивает. Это, наверное, такой... Ах ты, красота. Шашлычный комплекс, назовем его так. Скорее всего, барбекю, шашлыки и виноградники. Вы посмотрите, виноградники. Да, гаражи, сараи. Еще дома продолжаются дальше. Ага, еще переулки. То есть тут все в переулках. И вот что удивительно, что большая часть Москвы, как бы, ну, знаете, менялась десятки раз. Старые районы сносили, строили высотки, торговые центры, ЖК. А здесь как будто бы все законсервировалось. Осыпается яблоня или вишня. И все благодаря чему? Благодаря тому, что очистные сооружения рядом. Раньше местные говорят, запах стоял, что застройщики сюда особо не ходили, не совались. И именно, наверное, поэтому каким-то таким образом случайным это место сохранилось. И все выглядит вот так, как есть. Ну реально это выглядит как в Калининграде. Я как будто бы в Калининград приехал. Можно было начинать видео: ребят, я не в Курьяново, ребят, я в Калининграде. Где-то в той стороне шум. Видите, забор, дорога, поезда, трасса и вот такие домики двухэтажные. И тут вроде что-то, видите,
палисадника. Свой огород. Это, я так понимаю, виноградник. Представьте, виноград еще растет. Яблоня, наверное, цветет. Вот так здесь все устроено, по-домашнему. Шашлычок наверняка жарят. Беседочка. Виноград зацветет, сядут там, чаек будут попивать. Красота. Не иначе. Вот и скажите, что это Москва. Еще, ребят, небольшая поправочка. Оказывается, немцы пленные строили только до первой Курьяновской. Курьяновская — это вот у нас улица 1, 2, 3, то есть вот бульвар Парк, и вот они идут, как бы рассекая, да, бульвар этот. И первая Курьяновская — это как раз от ДК, где Ленин, и до первого перекрестка. А вот в этих домах есть по 2 хозяина, 3 и даже 4. То есть первый, второй этаж. И еще, то есть, в смысле, слева правое крыло и, соответственно, второй этаж, также левое, правое крыло. Многим повезло, у кого-то большие участки, кому не повезло, вот такие маленькие. Ну, в общем, красота. И это все давали как раз-таки от станции аэрозации. Это я сейчас с бабушкой разговаривал. Она здесь живет в 5-этажном доме. То есть еще и 5-этажки строили. Вот что интересно. Ну, скорее всего, просто двухэтажные строить было дорого, поэтому начали уже строить 5-этажки. Это, скорее всего, уже во времена Хрущева, когда жесткая экономия пошла. Пойдемте покажу вам сейчас, как здесь все выглядит. В общем, вот так. Вот видите, участок у людей большой. Вход первый, второй вход. Ну, труба, конечно, вот это все портит. Не могли, что ли, спрятать ее как-то? Вы послушайте. Птицы поют, шашлыки жарят, машины ставят. Свой, по факту, такой свой загородный участок в Москве, как соловей заливается. Вот они, переулки, налево-направо. Гаражи. И вот все в таком виде. Зеленая, чистая. Я говорю, если убрать вот эти автомобили, я реально вернулся в прошлое, в СССР. Представьте, в этот район вводят экскурсии. У нас с вами своя экскурсия. Вот еще одна такая очень курьяновская деталь. Вот эти сараи с правой стороны. Сараи, кладовки слева. Почти у каждой семьи здесь были вот такие хозяйственные помещения, погреба. Сейчас в Москве такое выглядит, знаете, почти экзотикой. А в вашем городе есть такие забытые временем районы? Пишите в комментариях. Видите, он разбит как бы на сектора. Давайте еще посмотрим здесь. Вот это уже большой дом. Здесь, видите, 7-12 квартир. Вернее, по 5 квартир. 5 квартир там, 5 квартир там. Хотя нет, 12, значит 6. Но с математикой у меня вроде все нормально было. 6 плюс 6 — 12. 12 человек, 12 семей живет вот в таком доме. Там вон еще погреба. Еще погреба. То есть это для всех домов, для всех квартир есть вот такие сараюшки, погреба. Причем они старые. О, давайте-ка заглянем. Покажу вам, как выглядит подъезд. Надо вытереть ноги. Интересно, это вот старая деталь еще от тех времен? Ну, я думаю, да. Ребят, кто знает, напишите. Но мне кажется, что это реально с тех времен все сохранилось. Насчет плитки не знаю, возможно, ее обновили. Ну, вот так все выглядит. То есть на этаже по 3 квартиры. Ну и, соответственно, 3 наверху. Хочу дойти до сарая поближе, показать вам. Ну и самому посмотреть интересно. И вот там вижу уже 5-этажный, по-моему, дом, о котором я как раз-таки говорил. Женщина мне тоже говорила, что она живет в 5-этажке. Вот видите, сараюшки такие. Интересная деталь, да? Городская. Вот она, Москва. Она очень разная.
Самое странное ощущение от этого места – это вот этот масштаб. Ты вроде находишься в Москве, но тем не менее понимаешь, что как будто бы попал в прошлое, куда-то вот совершенно в другое место. Вокруг вообще не чувствуется вот этот мегаполис. У людей под окнами грядки, кто-то белье сушит. У кого-то, видите, веранды пристроены, деревянные заборчики, сараи. Это больше похоже на провинциальный маленький городишко, чем на район столицы. Большинство домов двухэтажных именно строили в 50-е. Это вот дома, типичные дома для тех времен, для работников станции. А вот вообще сюрреализм. Видите, замазано. Это раньше был магазин, продукты, по-моему, здесь были, надпись. Ну, старая надпись, замазали, не знаю зачем. Но с правой стороны, посмотрите, на домик Бабы-Яги. Это действительно напоминает пристройку домик Бабы-Яги. Встроили случайно в магазин. И именно, кстати, здесь снимали финальную сцену «Бумера». Вообще киношники очень любят Курьянова, потому что сам город вообще не требует никаких декораций. Он и есть одна большая декорация. Вот он, домик Бабы-Яги. Даже окна открыты. Не знаю, что здесь, вывески никакой нет. Возможно, какое-то кафе. В 2001 году здесь тоже творился такой, знаете, своего рода сюрреализм. А сюда приехал сам Харрисон Форд. Снимали фильм К-19, и он здесь, по этим улочкам, бродил в военной форме. Вы представляете реакцию человека? Выходит за хлебом, а тут идет Индиана Джонс в военной форме, в форме моряка. Я даже нашел кадры старые, чтобы вам показать. Самое смешное, что для Голливуда это символ СССР, а для нас это просто район, где под окнами сажают огурцы, сушат белье. Вот такой парадокс. Люди ездят на велосипедах, ходят пешком. Дорожек в велосипедах я и не вижу, но по факту они здесь и не нужны. Посмотрите, машины не ездят, тишина, спокойствие. Хочется переходить именно на пешеходных переходах, реально. Хочется соблюдать какой-то вот этот их местный порядок. Но у этого района также была и другая история, совсем другая, темная репутация. В общем, из-за изоляции и промзон, очистных сооружений Курьяново долго считалось таким, знаете, довольно мрачным местом. В 90-х, в начале 2000-х вокруг станции регулярно всплывали такие криминальные истории. Вертолет где-то летит. Криминальные истории. Люди здесь пропадали. Потом машины сюда заезжали, где-то исчезали, растворялись именно. Местные рассказывали, что находили тела. В общем, такое вот. Тела, разборки, машины. Район даже назвали таким местом, где можно залечь на дно. Это, наверное, тоже чувствуется сейчас даже в этой атмосфере Курьянова. Представляете, как мрачно было здесь именно в 90-е. Вот я хожу, людей практически нет. А если вечером, когда зимой, солнца нет, я не знаю, что здесь творится. Ну, сейчас, я думаю, все нормально. Но в любом случае, вот что-то такое еще есть. Потому что ты ходишь, как будто бы, видите, в лесу. Это, кстати, парк. Люди отдыхают, вон бабушка, наверное, гимнастику делала. Зеленый парк, сквер. Особо прям такого уж ничего здесь нет. Иду и ловлю на себя на мысли, что я разделяю Москву и вот это место. А на самом деле это же и есть Москва. Ну вот она, станция аэрации, старые какие-то железнодорожные пути. Птицы поют. Ну и туда дальше все это комплексы идут. Хозяйственные, индустриальные.
Кстати, кто со мной давно на канале, помнят выпуск из Некрасовки. Я там снимал район, построенный на фекалиях Москвы. Но Некрасовка, это, знаете, больше такие бетонные джунгли, то Курьяново это город-сад. Действительно город-сад. Я еще разговаривал с местной бабушкой, еще с одной. Не хотят на камеру сниматься. Она говорит, что лет 5 назад еще здесь был запах. Потом все это дело, резервуары, я так понимаю, накрыли. Ну, с технологией не знаю, не буду вдаваться в подробности. Накрыли. И уже лет 5 здесь относительно хороший запах. Вот я сейчас хожу, никакого запаха нет. Нормально. Если, ребят, кто-то здесь живет, напишите в комментариях. Может быть, жил здесь когда-то. Напишите в комментариях, как вообще вам здесь живется и жилось. Реально город-сад. А это, скорее всего, когда-то был детский сад. Судя по качелям, игрушкам. Но сейчас не работает. Но здание прикольное, классное. Именно той эпохи советской. Вот еще старое советское здание. Рядом белый одноэтажный. Возможно, когда-то почта была, либо магазин. Курьяново вообще это не музей, не декорация. Это просто жилой район Москвы. Москва вокруг, наверное, полностью изменилась до неузнаваемости, а он почти нет. Именно здесь, наверное, можно провалиться еще в то время. Жаль, что таких мест остается все меньше и меньше.